Всем привет, с вами Олег Лоза, и мы говорим про вокал. Сегодня я начинаю серию видеороликов о том, как говорить текст, как произносить текст во время пения, чтобы это было нам комфортно, чтобы он лучше долетал до слушателя. И начнем мы с того, что оперное пение родилось и достигло своего расцвета в Италии. Соответственно, академическое пение и пение вообще неразрывно связано с итальянским языком. И в итальянском языке есть очень важные несколько моментов. Итальянцы очень активно и заметно оттягивают двойные согласные. Вот когда в итальянском слове появляются две согласные вместе одинаковых, vecchia, abbracciare, accarezzare, то есть как accarezzare, они оттягивают двойные согласные очень заметно. Причем это делается не за счет того, что согласные произносятся сильнее. Это исключительно временная характеристика. Аккарцаре делают их с оттяжечкой. Оттяжечкой. Даже появляется абсолютная пауза в разговоре, чтобы произнести эту согласную. Конечно, это делается быстро, но внутри фразы это очень заметно, что согласные, удвоенные согласные оттягиваются, так же, как я это делаю сейчас в русском языке. Этот принцип нам необходим не только когда в вокальном тексте появляются удвоенные одинаковые согласные, но мы используем его в начале слов точно так же. Пою тебе, Бог Гименей, пою тебе. Вот как бы первую согласную в слове мы пою. Пою, как будто стреляем из лука. Это очень похоже на стрельбу из лука. То есть мы как бы натягиваем тетиву, пою тебе и полетели. После этого голос полетит сам собой. Точно так же мы оттягиваем согласные, когда две разные согласные попадаются вместе внутри слова. Однажды в Версале уже de la reine. Однажды в Версале. То есть мы двойные согласные, даже когда они различные, мы используем этот прием для того, чтобы от согласных как бы отпрыгнуть. И звук тогда получается сам собой очень яркий и полетный. Это то, что нам нужно. Но, естественно, когда в музыкальном тексте появляются двойные одинаковые согласные, тогда мы уж точно их оттягиваем и делаем даже вид, как будто согласных не 2, а 8, 16. Я прочел души доверчивое признание, любви невинной излияния, на излияние, мы как бы на излияние. Мы точно так же оттягиваем эту согласную, потому что вот эта оттяжка, как я уже сказал, позволяет нам подготовить наш голосовой аппарат и как бы отпрыгнуть от согласных и дать сразу яркий, очень пронзительный звук. Второй момент, который точно так же вытекает из итальянского языка, заключается в том, что в итальянском языке, если гласное написано «о», оно всегда будет «о». То есть, если, допустим, по-русски мы говорим «молоко», хотя все три гласные это «о», в итальянском языке они скажут «молоко». Какая гласная написана, так она и будет произноситься. Чем это важно в пении? Когда мы тянем линию на какой-то гласной до самого конца, нам необходимо сохранять ее форму. Что я имею в виду? Вот очень часто в советских, особенно у советских артистов, можно услышать, когда они поют «Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей». Все такое «бэ-бэ-бэ». Гласно меняет форму, пока мы ее тянем. За счет этого часто не хватает энергии в звуке. Вместо того, чтобы «Ты моя мелодия, я твой Если я даже очень долго буду держать эту гласную, если 3 часа буду ее держать, сколько дыхания хватит, она все равно будет она не будет она не станет такой жеванной, да, во время пения. Это очень важно для того, чтобы правильно направить дыхание. То есть не только донести текст, а чтобы чувствовать, что чтобы звук как бы не просел, не провалился, чтобы не потерять опору, мы вот как взяли, в какой форме гласную. В некоторых ситуациях мы гласные модифицируем, да, когда мы поем в самом верху нашего диапазона, в самом низу. Но даже вот как мы модифицированную гласную взяли, вот в такой форме до конца ее нужно дотянуть. Я твой преданный Орфей.
И вот все снятия, все закругления, они идут в самый конец. То есть пока мы тянем гласную, мы не балуемся с ее формой. Да? Вот в какой форме взяли, в такой до конца ее нужно дотянуть. И потом в такой же форме снять. Третий момент, который вытекает из как бы двух предыдущих, особенно с первого. Когда мы произносим согласные, в большинстве случаев мы их не поем. Мы поем только гласные. А согласные мы просто говорим. То есть мы постоянно прерываем нашу речь, чтобы сказать согласную, от нее отпрыгнуть вверх и потянуть гласную в той форме, в которой которой это необходимо. То есть мы поем «Пою тебе, Бог Гименей». Я прерываю постоянно пение. «Ты, кто Я не пытаюсь туда ее прижать туда кверху, где у меня верхняя нота. Ты, кто соединяешь невесту. Она не имеет никакой даже тональной окраски. Невесту с женихом. Если мы делаем достаточно быстро, да, конечно, не надо доводить это до одержимости. Но если мы произносим согласную там, где нам удобно ее сказать, а потом от нее отпрыгиваем и поем только гласную, внутри для нас наша речь начинает казаться как бы постоянно вот такой. Но по сути слушатель этого не понимает. Слушатель слышит очень четкую ровную линию. Это очень похоже на азбуку Морзе. Вот если послушать азбуку Морзе, ощущение, что она непрерывно как бы идет. Да, есть точка и тире, но общее ощущение, что вот и найдет линия, и она неумолима. Вот нечто похожее получается у нас в пении. Мы постоянно эту линию прерываем, произносим согласную, иногда даже с оттяжкой утрированно, и от согласной потом отпрыгиваем в гласную и произносим ее в нужной форме. Пример. Соловей мой, соловей, голосистый. Вот я прерываю постоянное пение. Соловей, ты куда летишь? То есть прерывались. Ты куда летишь? Я по факту все согласные только произношу, а гласные поются. То есть гласные несут основную вокальную нагрузку. Но слушателю это незаметно. Все равно из-за того, что я сохраняю при этом общую фразировку, натуральную фразировку языка, ты куда летишь? За счет этого слушатель воспринимает единую непрерывную линию, а вокалист по факту отдельно произносит согласную, от нее отпрыгивает и потом пропевает уже непосредственно только гласную. Это нам помогает, во-первых, четко разделять согласные и гласные, что понятнее слушателю. Во-вторых, это позволяет нам не зажиматься, когда мы идем наверх. За счет этого мы не сидим наверху и не пытаемся зажать себя, задавить и куда-то втиснуть эту согласную. Общее правило, еще раз. Мы оттягиваем согласные в начале слов, в соединении двух различных согласных и при появлении двух одинаковых согласных. Второе. Когда мы оттянули согласные, мы гласные, которые идут после этого, а, о, у, мы продолжаем тянуть в той форме, в которой они изначально появились, не модифицируя во время пения. И третий момент. Согласные мы произносим там, где нам удобно их произносить, а не петь. Вне тональности. То есть сказали удобно и потом отпрыгнули на гласную, на ту ноту, которая нам нужна. Всем желаю здоровья, вокального благополучия. Говорите хорошо, пойте еще лучше. Всех люблю и обнимаю. С вами был Олег Лоза.